Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Дональд Трамп заявил, что обсудил вопрос Запорожской АЭС в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Борис Леонидович, очень интересно, что там происходит, потому что то Украина предлагает напополам разделить ЗАЭС с США, потом Владимир Владимирович говорит о том, что готов использовать ЗАЭС, учитывая интересы США. Что конкретно происходит? Потому что тут на фоне всех разговоров и домыслов мимолетом проскочило интервью главы Росатома Лихачева, который рассказал о том, что первый блок готов к запуску и получил лицензию, о том, что в следующем году и последующем планируется капитальный ремонт второго и последующих энергоблоков, что, в принципе, вопрос передачи, возможности передачи электроэнергии на территорию Российской Федерации можно считать решенным. Что происходит с ЗАЭС? Ну, давайте попробуем вспомнить. Действительно, информация идет как-то очень странно. В концентрированном виде ее нигде нет, надо собирать все воедино. 6 реакторов атомной электростанции в Запорожской находятся в режиме холодного останова. Реакция деления не идет, идет прокачка циркуляционной воды с тем, чтобы снимать излишки тепла, и ничего более. То есть на день сегодняшний нет выработки, есть потребление электроэнергии на собственные нужды. Что касается этого, напомню, что две линии, Днепровская 750 киловольт, по которой когда-то, когда атомная электростанция работала, генерируемая электроэнергия уходила в сети объединенной энергосистемы Украины, и ферросплавная 30-30 киловольт. Время от времени их стали выводить из строя. При этом, разумеется, наблюдатели МАГАТЭ с их аберрацией зрения, они там слепо-глухонемые, кто повреждает, совершенно непонятно. Версия Киева, разумеется, Россия. Моя версия, ну, конечно, я согласен. Единственное, что я не понимаю, если в такой тревожной обстановке воздействовать сложно, а чего ж Россия не воздействует таким же образом, не знаю, там, на Смоленскую атомную электростанцию, на Кольскую. Там же никто не мешает, можно бомбить как угодно. С логики никакой, понятно, кто это делает, не очень понятно, чего хотят добиться. Совсем недавно генеральный директор МАГАТЭ Гросси в очередной раз сообщил о том, что будет временное перемирие для того, чтобы в очередной раз привести в порядок линии электропередач. То есть обстановка там особо не меняется. Вот. Теперь, что касается лицензии на ввод в эксплуатацию. Отматываем опять события немножко назад, вспоминаем судьбу Каховской ГЭС. Именно водохранилище Каховской ГЭС служило источником воды для охлаждения работающих блоков в количестве 6 штук. Запорожская ГЭС не стала, водохранилище не стало. Для работы в режиме холодного останова, когда вода нужна только для снятия тепла, да, вполне достаточно. Я думаю, это и есть та причина, по которой Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию одного блока. Он должен убедиться, Ростехнадзор, это наш государственный регулятор, который не зависит от политической воли ни правительства, ни президента, ни главы Росатома. Он отвечает за безопасность в соответствии со всеми критериями, которые есть в наших законах, которые есть в требованиях МАГАТЭ. На 100% Ростехнадзор убежден, что воды для работы первого блока в нормальном, в проектном режиме хватает, он выдает лицензию. С какой скоростью Росатом решит реализовать эту лицензию, сказать сложно, это зависит от того, что происходит на ленточке. Пока город Десногорск находится в зоне долетов всевозможных БПЛА и прочих хаммерсов, ну, наверное, вряд ли. Так рисковать никто не будет. Нужно и свежее ядерное топливо привезти и так далее, и так далее. То есть все эти работы проводить чуть ли не под артиллерийским огнем никто не будет. Это что касается вещей технических. Плановый ремонт блоков со 2 по 6, понятно. Настало время произвести неразрушающий контроль всего оборудования, проверить, в каком состоянии корпуса реакторов, проверить швы, проверить арматуру и так далее, и так далее. Сроки подошли, что покажет этот неразрушающий контроль, то мы и услышим. Разумеется, это будет мнение не только Росэнергоатома, который отвечает, а является оператором. Напомню, что владельцем
Запорожской атомной электростанции является не Росэнергоатом, а Роскомимущество. Росэнергоатом – оператор. Разделяем две вещи. Понятно, почему это сделано, с тем, чтобы не было мотивов направить санкционный режим еще и на Росатом. Росатом не владелец. Владелец правительства Российской Федерации. Мы слышим комментарии от украинских политиков, европейских политиков, американских политиков, наших политиков. Мы не слышим мнения Ростехнадзора. А оно здесь определяющее. В каком режиме будет восстанавливать работу Запорожской атомной электростанции, зависит от решений нашего государственного регулятора. Почему никто из господ журналистов не желает взять интервью, может быть, не разрешают по понятным причинам, может быть, еще что-то. Но надо иметь в виду, что мнения могут быть самые разные, но мнение Ростехнадзора является решающим. Когда мы его услышим, тогда мы начнем понимать, что действительно будет происходить. Но теперь, что касается того, как господа политики желают делить шкуру неубитого медведя. Наша Запорожская атомная электростанция, работающая в нашей Запорожской области, здесь какие-то претензии со стороны Киева, какие-то заявления из Вашингтона и так далее. Насколько мне довелось слышать, Владимир Владимирович произнес сразу: да хоть майнингом занимайтесь. Все почему-то отнеслись к этому совершенно серьезно. Майнинговые компании из Соединенных Штатов приедут на территорию Запорожской области, расставят там свои коробочки и начнут майнить. Ребята, вы на линию боевого соприкосновения посмотрите, а потом представьте себе американские компании, которые со своим оборудованием, которые серьезных денег стоят, через весь океан несутся заниматься биткоинами, стейткоинами и бог его знает чем еще. То есть вы нормальную шутку превращаете в какой-то предмет для диспута, для дискурса. Ну, просто откройте карту, возьмите соответствующих сайтов, где находится линия, и потом подумайте, можно вот сейчас в это время где-то в районе Десногорска заниматься какой бы то ни было экономической деятельностью. Гипотетически, конечно, можно представить, что будет какой-то договор, но для того, чтобы договор был прямым между производителем Запорожской атомной электростанции и потребителем, американскими майнерами, нужно изменить закон об энергетике Российской Федерации, ФЗ-35 2003 года выпуска. У нас нет возможности законодательно подписать прямой контракт между производителем и потребителем. Все, что сможет американский майнер здесь, это подписать договор с Россетями о техническом присоединении и дальше получать электроэнергию точно так же, как все наши потребители. С ростом тарифов предусмотренным и так далее, и так далее. И в тех объемах, которых ему Россети разрешат. А Россети разрешат только тот объем, который решит сделать свободным системный оператор. Если мы всерьез намерены восстанавливать экономику и социально, так скажем, быт четырех наших областей, лишней электроэнергии там не будет. Ну, вот просто не будет. По всем прикидкам, которые сейчас есть, с учетом того, в каком состоянии в нашей руке возвращаются традиционные тепловые электростанции, их ремонтировать дольше, чем перезапускать Запорожскую атомную электростанцию. Поэтому давайте оставим в стороне вот все эти слухи. То, что говорит Алексей Евгеньевич Лихачев, тоже понятно. Он не является владельцем, Росатом не является владельцем Запорожской атомной электростанции, у него есть собственник. Если будет конкретно выраженное пожелание собственника работать вот в таком режиме, на какой-то коммерческой основе, передавать каким-то сторонним потребителям электроэнергию, разумеется, он это выполнит. Он не владелец, он оператор. Он будет выполнять распоряжение владельца, что совершенно очевидно. Может это быть предметом торга в том режиме, которым предлагает отставной комик? Ну, крайне маловероятно. Каким образом контроля над атомной электростанцией может касаться киевский режим или власти в Вашингтоне? Логика подсказывает, что никаким. Поэтому мое предложение до предела простое. Следим не только за тем, что нам удается услышать от генерального директора Росатома, от генерального директора МАГАТЭ, от Дональда Трампа, от Владимира Путина, от кого угодно еще, решающим будет мнение Ростехнадзора. Если он убедится, что водная система водоподачи, водоохлаждения находится в нормальном режиме, хорошо, значит будет лицензия. Если не разрушающий контроль покажет, что необходим какой-то глубокий, уже не планово-предупредительный, а какой-то капитальный ремонт оставшихся блоков, будут проводить.
Здесь надо опять узнать, как отнесется к результатам неразрушающего контроля оборудования Ростехнадзор. Ни Росэнергоатом, ни Росатом, ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп, ни Урсула фон дер Шольц, или как ее там, фон дер Швондер, забыл фамилию, к сожалению, немецким не владею. Вот это мнение 25-е. Есть решающее мнение Ростехнадзора. Ростехнадзор, разумеется, учитывает и физическую безопасность станции. У нас есть закон об атомной энергетике, который предусматривает и эти меры. Так что для развлечения можем, конечно, слушать Трампа, Мерца, Шольца, президента Бразилии Лулу, не знаю, кто там президент в Австралии, его мнение тоже можно выслушать. Но решать будет Ростехнадзор. Вот такие реальные условия, не сказки, которые мы, к сожалению, вынуждены читать в СМИ, не разорванное в клочья по непонятным причинам интервью генерального директора Росатома на одном СМИ один кусочек интервью, на втором второй. Ну, давайте в пазлы поиграем. Или как там это называется, лего. На мой взгляд, определяющее мнение, ну, давайте по порядку. Ростехнадзор, все, что касается технического состояния, все, что касается решения владельца Роскомимущества и, соответственно, высшего руководителя нашей страны. Все. Все остальные со своим мнением, их мнение очень важно для них, не более того. Следим, наблюдаем, внимательно слушаем, не поддаемся на всевозможные сплетни и прочую панику. ЗАЭС самая большая атомная электростанция, самая мощная в Европе. А вот эта вот мощность, она как-то может пригодиться на территории Российской Федерации. Вот вообще у нас есть потребление в таком объеме на данной территории? А у нас есть четко прописанные планы восстановления экономики и социально-культурной сферы наших 4 областей? Нету. Мы можем сейчас что угодно гадать, но до той поры, пока не будет разработана реальная стратегия восстановления, восстанавливать нам надо, возникают вопросы, справится ли государственный бюджет или каким-то образом нужно будет привлекать какие-то частные инвестиции, хотя я мало способен придумать, какой частный инвестор пойдет в зону боевых действий на день сегодняшний. Если говорить о том, что происходит с электростанциями, которые работали на территориях областей в составе Украины, ну, напомню, что из 6 электростанций Донецкой Народной Республики, вернувшихся под наш контроль, в рабочем состоянии 2, 4 не работают. И большой вопрос, что с ними делать, потому что построены они в достаточно давние годы, по давним технологиям, восстанавливать их в таком режиме, или немножечко подождать и предложить более серьезные технологии, а пока решается этот вопрос, всю необходимую электроэнергию получает Запорожская атомная электростанция, может быть, это более разумно. Так что я предлагаю не торопиться, внимательно смотреть за событиями, смотреть на новогодние подарки от наших вооруженных сил, гуляя поле под елочку, это красиво, это здорово, это замечательно, это значит, что наша Запорожская область начинает возвращаться к нам. Есть еще какие-то территории. Давайте смотреть, давайте оценивать, когда появится достоверная информация о том, в каком состоянии находятся населенные пункты, которые возвращаются к нам. Вот тогда и будем думать, сколько потребуется, чего потребуется. И, конечно, держать кулаки за то, чтобы у наших энергетиков, которые работают на передвижных дизельных электростанциях, хватало сил на то, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Пока обстановка вот такая. Когда она стабилизируется, ну, чашечку кофе вы мне не разрешаете выпить перед монитором, я бы ее сейчас, конечно, перевернул вверх дном и долго бы гадал. Борис Леонидович, и очень много было разговоров про некоторые такие секретные технологии Вестингаус, американской компании, которые она запрещает Росатому трогать на территории ЗАЭС. Так что там с топливом? Его выковырили, не выковырили? Перегрузочная машина, что у них там еще интересного такого секретного осталось? То топливо, которое поставили с шведского завода Вестингаус, поставлена перегрузочная машина, которая работает на Запорожской атомной электростанции. Позволяет извлечь топливо, изготовленное Вестингаузом. Дальнейшая судьба исключительно по проектной документации. 5 лет выдержки в бассейне с проточной водой с тем, чтобы снять остаточное тепло. Дальше перемещение в сухое хранилище облученного ядерного топлива, тем более, что построила это сухое хранилище американская компания, то есть здесь все технологии в полном порядке. А вот что делать дальше, исключительно непонятно.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также будут вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже существенная поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.